Он уже несколько месяцев лежал в больнице на обследовании, а потом на лечение. Из клиники Валентина забирала соседка, больше было некому, за неимением близких родственников и по просьбе самого больного. Соседку вызвал врач и сухо сообщил, что дальнейшее лечение нецелесообразно. Поздно обратились, сложно сказать, сколько он еще протянет. У него крепкий организм, но от 2 месяцев до полугода. Врач опустил глаза. Это звучало как приговор. Соседка заплакала. Жалко такого хорошего мужика. Вот судьба у человека, сын и жена разбились в автокатастрофе, а один он остался, так и не смог оправиться. Наверняка тоска и подкосила человека. Когда уже найдут лекарства от этой чертовой болячки? Собрали вещички, да и домой. Валентин просил соседку оставить его одного. Спасибо ей, хорошая женщина тоже живет одна, помогает ему чем может. Сегодня забрала его из больницы. После операции и нескольких курсов химиотерапии худого, бледного, изможденного после аварии. Валентин замкнулся, потерял совсем интерес к жизни, а теперь смертельный диагноз. Почему это происходит именно со мной? Валентин терялся в догадках. Я еще полон сил, а теперь мне нужно просто лежать и ждать своего конца. Это было так несправедливо. Он еще и не пожил совсем. Все отправили его домой умирать. Сколько он раз спросил смерть забрать его. Жизнь без любимых сынишки и жены была невыносима. Но когда этот час пришел, стало по-настоящему страшно. Валентин лежал и думал, что делать. Как-то страшно просто лежать в 4 стенах и думать о смерти каждый час. Каждый час ждать, когда же врач давал ему месяц, но от силы полгода. Надо попробовать прожить это время с пользой. Теперь он хотел только одного: достойно прожить последние отведенные ему на этой земле дни, а может и месяца. Это уж как повезет. Он поставил себе одну задачу — жить и не думать о болезни, не ждать конца, а наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Все, что ему сейчас было нужно, это гармония, умиротворение. Ни дары цивилизации, ни телефоны, ни гаджеты, ни немыслимые скорости на улице не нужны были ему. Весна, тепло на душе. Вдруг вспомнил он, что они с женой купили небольшой загородный домик прямо перед самой аварией. Валентин собрал необходимые вещи, оставил соседке ключи от квартиры, дал ей адрес дома и название деревеньки и отправился на электричку. Домик хоть и простоял без хозяев, оказался довольно крепким. Аромат сирени пьянил, напоминая о былых надеждах на счастье. Валентин очень устал. Дорога вымотала его, он выпил лекарство, пожевал что-то и лег спать. Удивительно, в доме было сухо, пахло травами и сиренью, и запах просочился сквозь открытую форточку. Всю ночь мужчине снились какие-то обрывки воспоминаний. Он куда-то за кем-то бежал, кого-то звал, но никак не мог докричаться и догнать. Удивительно, утром проснувшись, Валентин ощутил прилив сил и голод. В крохотной пристройке он обнаружил плиту с газовым баллоном. В старом чайнике заварил кипяток, не спеша залил растворимый кофе, отрезал кусок хлеба и вышел на улицу. Красотища! Старая деревенька вся заросла травой и полевыми цветами. У Валентина закружилась голова от свежего, насыщенного деревенскими запахами, воздуха. Он стоял и вдыхал в себя аромат жизни. Приведя дом в порядок, Валентин стал жить обычной, деревенской жизнью. Носил воду из колодца, топил печь, колол дрова. Вместе с домом ему досталась очень хорошая библиотека. Валентин погрузился в увлекательный мир путешествий и странствий, приключений. Только сейчас он понял, как много он потерял в жизни, и сейчас ему очень хотелось наверстать все упущенное. Поутру, выпив чашку горячего травяного чая, он шел изучать ближайший к деревне лес, собирал ягоды и травы. Да и просто так погулять на свежем воздухе доставляло ему массу удовольствия. В один из таких дней в лесу наткнулся на маленькое беспомощное существо, то ли породистого щенка, то ли волчонка. Трудно было разобрать, животное было все испачкано в мазуте и запуталось в обрывках проволок и веревок. Животное барахталось в какой-то грязной яме. Кто-то из нерадивых людей,
кому не дорог родной край и природа, наглым образом устроил в лесу это безобразие. Как животное угодило в эту ловушку, он не понимал. Видимо, малыш был волчонок, и природный инстинкт его не защитил. Надо было спасать животное во что бы то ни стало, иначе оно погибнет. Но малыш не собирался сдаваться. Он скалил свои острые зубки и смело рычал, как бы давая понять человеку: «Не приближайся, укушу». Валентин решил немного подождать, чтобы малыш успокоился. Через некоторое время волчонок уже совсем потерял силы и возможность сопротивляться, лапы его были крепко опутаны проволокой. Валентин сделал еще несколько шагов в сторону хищника, терять все равно было нечего, жизнь ему уже все равно не принадлежала и могла оборваться в любой момент. Зверь лежал в яме неподвижно и только носом вдыхал воздух, прислушиваясь ко всему происходящему вокруг. Расстояние между человеком и животным сократилось до вытянутой руки. Валентин протянул руку и дотронулся до бедного волчонка. Ему на мгновение показалось, что тот в ответ потерся об его ладони. Путем неимоверных усилий ему удалось извлечь бедное животное из масляной западни. Завернув его в свою куртку, мужчина понес малыша домой. «Нет, я не могу его здесь бросить в лесу на погибель». Впереди еще было несколько дней, в которые предстояла длительная очистка всех тех мест на теле волчонка, которые были покрыты слоем мазута. Кровавые следы от спившихся в кожу кусков проволоки надо было обрабатывать и лечить. Начались долгие дни реабилитации. Шаг за шагом, сантиметр за сантиметром, обрабатывал Валентин шкуру волчонка, очищал его, мыл и снова очищал. Иногда он задумывался, зачем взвалил на себя такую ношу, ведь он сам неизлечимо болен. Может, самое плохое чувство на свете — это жалость к самому себе. Даже у взрослого мужика начинают наворачиваться на глаза слезы. Иногда все-таки его посещали мысли о бренности всего живого на земле, и хотелось махнуть на все рукой. Но потом он вспоминал, что мы в ответе за тех, кого приручили, кому подарили надежду на жизнь. Так прошло пару месяцев. Нет, умирать сейчас никак нельзя. А как же волчонок без меня? И вдруг ему захотелось жить, просто жить, пить по утрам парное молоко, ходить по мокрой от серебристой росы траве, слушать, как стрекочут кузнечики, любоваться прекрасными рассветами и закатами, и неважно, что осталось месяц-два, он проживет их, не боясь смерти, а прославляя жизнь. Мужчина подзывал к себе малыша, насыпал ему полную миску еды и вышел на крыльцо впервые за все это время. Съев корм и вылизав миску, волчонок слезал с его лица скупую мужскую слезу, лег рядом на ступеньки и положил голову ему на колени. Он смотрел в глаза человека и как будто все понимал. Здесь и сейчас под звездным небом встретились два одиночества, которые остро нуждались друг в друге. С тех пор волк и человек были одним целым. Они стали лучшими друзьями и были неразлучны. Валентин думал, что когда волчонок подрастет, то сам уйдет в лес, но этого не случилось. Волк действительно уходил, но после недолгой отлучки всегда возвращался к своему другу. В заботе о других ты забываешь о себе. Вот так, бескорыстно помогая беспомощным существам, мы приобретаем качества, необходимые для преодоления сложных и запутанных проблем в собственной жизни. Через полгода после выписки, сдав все анализы, пройдя контрольное обследование, он узнал, что рак отступил. Во всяком случае, на этом этапе жизни точно. «У вас ремиссия», — сказал ему врач. Я удивлен. Такой случай в моей практике всего второй раз. Так что мы с вами еще поборемся. Не все потеряно. А что вы делали, если не секрет? Поинтересовался доктор. Я просто захотел жить, я жил и радовался жизни. Друзья, если вам понравилась история, напишите комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.